Здравствуйте! Сегодня в этом видео хочу поговорить о 3 способах шлифовки. Первая — это ручная шлифовка. Вторая — это набор машинки шлифовка. И третья — это шлифовка на наждаке. И первое, что начнем, это шлифовка вручную, обычной наждачкой, которую можно купить в строительном магазине. Вот беру обычный ножик, можно его поставить на брусочек, можно вручную. И вот начинаю затирать вот эти вот рисочки. Можно водички, водичка еще лучше. И вот начинаем тереть. Долго. И вот так вот трем, пока вот это вот не уберем. Можно взять, конечно, покрупней, но потом, боюсь, после крупной наждачки вот это вот рисочки очень плохо убрать. Поэтому я вот беру и немножко подольше тру. Ну вот, взял вот палочку, обычный брусочек, можно его закрепить, можно ножик закрепить. Ну, как бы так вот, на коленке, быстро-быстро. Вот трем. Вот смотрите, что получается. Надо брать покрупней. 120-я. Ну, 120-я, конечно, сейчас затрет. Вот видите, вот затирает. Ну и вот таким вот макаром. 120-я, потом помельче 240-я, 400-я, ну 800-я, 1200, и потом 3 типа стойгоя. И это вот у вас, наверное, на полдня растянется. Вот такой вот маленький ножик. Если взять вот такой, это уже, наверное, целый день уже уйдет. Ну, в зависимости, опять же, какие там вот на нем вот такие вот потертости всякие разные. Ну вот. Трем. Технологию поняли. Вот еще даже не дошел. Значит, еще надо крупнее брать. Опять же, в зависимости от повреждений нужно брать соответствующую наждачку. Если у вас большие повреждения, то можно взять, вот у меня 40-я наждачка я взял. 40-ю наждачку, 60-ю, 80-ю. Если у вас маленькие рисочки, ну вот какие-нибудь, ну вот такую вот там маленький, то можно начинать сразу со 120-й или с 240-й. Это в зависимости от повреждения. И потом уже в зависимости от ваших, как уже вот вы справились с задачей, начинаете справляться, уже потом наждачку брать мельче. 40-я, потом 120-я, 240-я, 400-я, по степени вот этих вот убирания вот этих вот рисок. Можно водичкой намочить, процесс еще будет лучше идти с водичкой. Процесс шлифовки. Это вот шлифование вручную называется. Шлифуем. Конечно, энергозатраты большие. Чтобы риски лучше снимались, опять же, можно шлифовать поперек, потом вдоль. И как бы он начинается, металл вот так вот кубиками резать, и он быстрее снимается. Либо вот одна диагональ, вторая диагональ. То есть вот сюда, вот сюда. То есть вот такими вот ромбами или квадратами. И металл быстрее снимается. Вот хорошо убираются вот такие вот ямки, большие риски. Тоже немаловажный фактор. И вот шлифую. Вот смотрите. Вот уже вот убирается. И вот такая вот технология идет. Опять же смотрим наждачку по степени износа. Износилась, берем другую. Чтобы в труднодоступное место залезть, вот сюда, допустим,
лучше ее взять вот так вот вдвойне. И вот, но осторожно, опять же, вот, чтобы не попилить ручку. Ручку можно замотать. Взять малярный скотч, изоленту или обычный скотч, замотать, чтобы вам ее не распилить. Это, конечно, когда очень много времени, можно и вручную. Но, как сказать, производительность труда намного меньше, чем инструментом электро. Вот. Ну вот. Тут вот видите яма. И вот это вот убрать. Вот видите, в одну сторону попилил. Видите? Наискось, теперь в другую. Вот в две стороны. Но убирается быстрее. Металл срезается. Так вот убираются большие неровности. Вот. Так работает. Вот, смотрите, грязь убираем. Можно водичкой, можно какой-нибудь эмульсией мыльной, ну водичка с мылом, можно даже маслом. Ну, и будет лучше намного шлифоваться, потому что будет намного гладче поверхность получаться, даже после большой наждачки, потому что вы ее поверхность делаете скользкой, и наждачка лучше и берет металл. Ну вот, примерно. Тут можно долго. Я вот примерно показал. Вот оно получается. Сейчас вот ручки еще подлезу. Таким вот макаром. Вот что получилось. Вот теперь можно переходить. Это была 40-я. Теперь можно переходить на наждачку 120-ю. Вот она. Переходим. И теперь вот полностью убираем вот эти риски. Задача убрать их. После 40-й наждачки, которые риски остались, мы должны их убрать 120-й. А потом будем убирать риски со 120-й наждачки, уже более крупной, более мелкой, 240-й. Чтобы нам она не мешалась, такая длинная, мы ее отрежем. И продолжаем. Также режущую кромку всю полируем, шлифуем точнее. Вот, видите, все глаже, глаже и глаже. Наверное, дойдем до 240-й и остановимся, потому что много времени я у вас займу. Да будем смотреть тогда очень долго. Смотрите, вот что получается. Так, теперь давайте 240-ю возьмем. Где она у нас? Вот она, 240. И пройдемся еще раз 240-й. Это я на скорую руку, конечно. Некоторые рисочки не убрались, но я просто ход вот мысли, вы понимаете, что мельче и мельче и мельче зерно. И пока не убрали риски предыдущей наждачки, на новую наждачку, естественно, вы не переходите. Потому что смысла нет. Полировка покажет все. Когда вы пасту Гою возьмете, все ямы, все вылезет наружу. И опять, как говорится, эта песня хороша, начинать сначала. Можно будет начинать сначала.
А вот теперь, если водичкой немножко смочить, сейчас, секунду. Ну вот, смочил я водичкой. Вот, видите, вода. Еще будет с водичкой лучше идти. Ну вот. Образуется кашица, ничего страшного. Ну, вот, шлифуем, шлифуем, шлифуем. Убираем риски предыдущей наждачки. И вот они постепенно давайте посмотрим. Вот, видите, получается. Вот который способ я показал, вот сейчас, ручная шлифовка. Это способ, он дешевый. Купили наждачку в обычном строительном магазине. И берите и вот делаете. Но он длительный и много усилий занимает. Вот просто в чем разница. На электроинструменте, конечно, будет быстрее. Но электроинструмент это надо все равно покупать, что-то делать. А это ничего не требует. Просто стол, брусок и наждачка. Результат будет такой же, как после электроинструмента. Будет то же самое. Просто, как я уже сказал, длительность. В следующем видео мы покажем набор машинки, как мы шлифуем. Будем продолжать нашу шлифовку.